Друзья, всем привет! Ну что, как встречаем Новый год? Все хорошо? Мне кажется, новогодние праздники — это прекрасное время, чтобы освоить какие-то новые навыки. И сегодня мы с вами построим мега интересную вещь. Эта вещь называется FAQ, Frequently Asked Questions, то есть вопросы, которые часто задаются, и ответы на которые будет искать наш ассистент. Ну, то есть вы наверняка сталкивались с ситуацией, которая звучит примерно таким образом. Какой-то человек говорит: я уже 1000 раз отвечал на эти вопросы, я хочу сделать какого-то ассистента, чтобы он знал все мои ответы на подобные вопросы и отвечал вместо меня. То есть, по сути, это некоторый мозг человека, который встроен в нашего ассистента и который отвечает за нас. В более продвинутом случае это некоторая команда, например, саппорт-команда, которая общается с нашими клиентами, отвечает на их вопросы, и мы хотим на основе вопросов и ответов сделать ассистента, задать ему какую-то долговременную память, чтобы мы экономили на нашей поддержке, а наши клиенты получали квалифицированные ответы, как и раньше. И сегодня мы построим простейшую версию такой автоматизации. Такую, чтобы можно было довольно быстро разобраться, и уже к концу праздников у вас был бы уже полностью работающий агент. Но, как всегда, у меня для вас 3 базовых условия. Обязательно ставим лайк, подписываемся там внизу и оставляем какой-то коммент, чтобы это видео увидело больше людей. Погнали строить автоматизацию. Нам с вами понадобится N8N и сама система вопросов-ответов. То есть наверняка, если вам интересна данная тема, то у вас уже есть какая-то коллекция вопросов и ответов, которые вы где-то ведете. Храните где-то в базе, либо в другой системе автоматизации, в интеркоме, в Телеграме, в WhatsApp или в любой другой подобной системе. И наша с вами задача, естественно, научиться с этим работать. И прежде чем мы начнем строить автоматизацию, давайте посмотрим на сам формат данных. Я вот только что выгрузил все свои вопросы и ответы в небольшой JSON. Давайте его откроем. Обратите внимание, как он выглядит. Здесь есть такие сущности, как вопросы, ответы, уже сгруппированные вместе. Есть ID такого набора вопросов-ответов. Ну и категория. Категория, кстати, нам сейчас не очень важна, но пригодится на будущее. В принципе, ваша задача добиться такого же формата данных. То есть я вам рекомендую собрать вопросы схожие, ответы схожие в такие вот группы, и каждой группе присвоить свой ID. И здесь мы подходим сразу к 2 базовым понятиям создания FAQ-агентов. Здесь мы должны понять, что методов построения FAQ-агентов огромное количество. Мы будем строить простейший, который мы сможем освоить буквально за несколько часов. Поэтому мы применяем 2 правила. Правило номер 1. Мы векторизуем только вопросы и не векторизуем ответы. Это нам помогает сконцентрировать знания для векторного поиска в одном месте и повысить точность нахождения ответов. Правило номер 2 называется нормализация. Все разнообразие вопросов по заданной теме или категории нам нужно нормализовать. Это что значит? Наши пользователи могут спрашивать в совершенно разных форматах про одни и те же вещи. Например, эта категория про биллинг, про взимание платы с наших клиентов. И, как мы понимаем, клиенты могут очень по-разному спрашивать, например, про возврат денег после отмены подписки. Начиная от нейтральных вопросов, заканчивая совершенно разнообразными, изощренными вопросами, например, какого лешего, где мои деньги? Мы должны осознавать, что леший нас никоим образом не интересует, а вот возврат денег и ответ на этот вопрос нас интересует. Поэтому наша задача в подготовке данных нормализовать вопросы, избавив их от лишних эпитетов, причастных, депричастных оборотов, оставить только суть. И вот такая конструкция нас уже интересует. Мы ее подготовили, забирайте из своей базы, создайте примерно такой JSON-файл. Ну что, давайте автоматизировать. Так как у меня файл лежит на моем локальном диске, я хочу его забрать с этого диска, добавлю ноду read-write files from disk, и здесь сразу пропишу место, где у меня лежит этот файл. Чтобы это заработало, ваш N8N мог обращаться к локальным файлам. Посмотрите вот это видео. Мы недавно обсуждали тематику, как открывать ваш диск для N8N. Я же сразу вписываю путь до моего файла, сразу нажимаем Execute, и вижу, что вот этот самый файл, давайте его откроем, посмотрим, вот этот самый файл, который мы только что смотрели с вами в Antigravity. Теперь нам с вами понадобится нода Extract, она так и называется. И здесь выбираем Extract from JSON. В принципе, ничего не меняем, выполняем эту ноду. Видим, вот наш JSON-чик весь мы получили у себя в N8N. Отлично. Так как у нас там большое количество ответов и вопросов, то есть блоков, давайте разобьем с помощью ноды SplitOut это на отдельные айтемы. Добавляем ноду SplitOut и делим по полю FAQ. То есть берем, прямо перетаскиваем сюда,
получилась data.faq, выполняем шаг и видим, что теперь у нас есть 50 айтемов. Отлично, это то, что нам нужно. Я себе для тестовых нужд залимитирую эти 50 штук до 10, просто чтобы напрасно не гонять нейронку для тестов. Выполню эту ноду FAQ и видим, что он нам отсек первые 10 элементов. Отлично. Дальше нам с вами понадобится база, векторная база, где мы будем хранить векторизованные наши вопросы. Помните, мы с вами обсуждали, мы сейчас будем векторизовать только вопросы, не ответы. И мы исторически с вами пользуемся Supabase. Опять же, в прошлом видео, посмотрите, мы обсуждали много раз Supabase. Я предполагаю, что у вас уже это все развернуто. Поэтому нажимаю плюсик, добавляю ноду Supabase. Нас интересует именно Supabase Vector Store. И здесь мы выбираем Add Documents to Vector Store. И здесь наша задача выбрать таблицу. Я себе только что создал таблицу с именем Documents 4. Выбираю ее и здесь добавляю query name Match Documents 4. Опять же, наша задача выбрать себе векторную таблицу и функцию поиска к этой векторной таблице. Если вы уже разворачивали себе Supabase, то вы понимаете, о чем речь. Если нет, то вот в этом видео вы можете найти все объяснения. Закрываем эту ноду, добавляем сюда нейронку. Пусть это будет нейронка от OpenAI. И нас интересует модель Text Embeddings 3 Small. Оставляем ее. Это выбор по умолчанию. Теперь наша задача добавить Data Loader. Добавляем такую ноду. И здесь нам нужно немножечко изменить эту конфигурацию. Нам не нужно загружать все данные, нам нужно загрузить только определенные данные. Я хочу, чтобы загружались только вопросы. Я сюда добавляю вопросы, и видим, как сюда прокидывается именно массив наших вопросов. Я думаю, что наша векторная база будет испытывать некоторые проблемы с загрузкой массива, поэтому я предлагаю превратить это сначала в строку. Так как все эти вопросы нормализованы, и они примерно про одно и то же, нам это сильно не повредит. Поэтому здесь я прописываю следующее. JSON.stringify, беру скобочки JSON questions, закрываю скобочку. И теперь видим, что уже вместо массива здесь чисто строка. Отлично, нам это и нужно было. И теперь я добавлю два поля в метаданные. Нажимаю опции, метаданные. Это мега важная штука, потому что по этим метаданным мы потом будем искать релевантные ответы к вопросам, которые найдет наша нейронка и векторный поиск. Добавляю property. Давайте его назовем FAQ ID. А значение у нас уже есть. Вот наш FAQ1. Мы его берем, сюда помещаем. И будем его сохранять прекрасно. Еще одно property, назовем это категория, и прокидываю категорию. Прекрасно. Давайте запускать эту ноду, выполняем ее, смотрим, как выполняется. Видим, что 10 раз у нас прошло все через Data Loader, и на выходе было 10 элементов. Возвращаемся в нашу Supabase, и видим, что вот они наши 10 записей. Давайте их проверим. Отлично, это как раз те самые вопросы, которые мы хотели векторизовать. Видим, что к ним добавились метаданные, FAQ ID, категория. То есть как будто бы пока идет все хорошо. Друзья, если вы переживаете за эту автоматизацию, то после каждого YouTube-видео, все, что мы строим в рамках видео, я выгружаю прямо отсюда и загружаю свою бесплатную Telegram-группу. Ссылка на нее в описании. Вы можете туда прийти, пролистать, найти нужное вам видео и найти релевантный к нему JSON, скачать этот JSON и потом через те же самые 3 точки нажать Import from File, загрузить и продолжать экспериментировать с этой автоматизацией. Так что все находится в этой группе, забирайте. Но в случае, если мы с вами строим усложненные автоматизации, то они всегда в Pro-группе, ссылка на нее тоже в описании, заходите. Ну а вообще мы с вами уже на полпути к успеху. У нас уже есть векторизация данных. Давайте же построим самого агента, который будет на основе этих данных давать ответы нашим клиентам. Нажимаю плюс, добавляю чат-триггер, то есть мы через чат-триггер будем закидывать вопросы. Давайте поставим его красиво, ровно. И сейчас мы с вами подходим к ключевому принципу работы с FAQ-агентами. Это принцип предварительной фильтрации. Мы с вами не будем сюда добавлять никакого агента, который сам будет искать данные, потом сам их интерпретировать и отвечать на их основе. Наша задача построить классную систему, поэтому мы сами будем искать релевантные группы вопросов, доставать их, смотреть на FAQ-ID и по этому ID доставать уже релевантные ответы, которые мы предоставляли ранее. Это мега круто, смотрите. Добавляем с вами ноду опять Supabase, Vector Store. И теперь выбираем функцию «Получить документы». Выбираем ту же самую таблицу. Это документы 4. Добавляем ту же самую функцию поиска Match Documents 4. Обязательно ставим вкладочку «Включать метаданные». Добавляем нейронку. Давайте опять добавим нейронку от OpenAI. Давайте теперь зададим какой-то вопрос для того, чтобы у нас был пример. Пока просто скажем «Привет». У нас с ошибками наша следующая нода, потому что мы пока не прокинули никакой промпт. Открываем ноду Supabase и сюда вписываем такую конструкцию. JSON
Chat input. Это именно то поле, где содержится input от нашего чата, что логично. Вот мы сразу видим наш привет. Выполняем эту ноду, и, естественно, мы уже видим результаты векторного поиска, который нам вернулся из нашей базы данных. И теперь мы можем понять, почему мы не используем ноду агента. Потому что векторный поиск всегда вернет вам какие-то данные, вне зависимости от того, насколько релевантны эти данные. И если бы сейчас это вернулось агенту, он бы уже нам начал давать ответы. Но нас это не устраивает. Потому что если мы посмотрим вот сюда, на score, это рейтинг релевантности, мы увидим, что эти чанки, которые вернулись нам, всего лишь на 27% релевантны вопросу, который спросил наш пользователь. И так как мы сами строим автоматизацию, здесь мы можем принять решение, использовать эти чанки или не использовать эти чанки для ответа нашему клиенту. За некоторый стандарт индустрии принято 68%, то есть все чанки, которые превышают в точности 68%, могут быть использованы для формирования ответа. Все, что меньше 68%, не должно быть использовано, должно быть отсечено или доуточнено у пользователя с помощью фоллоуапов или так называемых human in the loop. То есть некоторого подтверждения, что да, ты меня понимаешь верно, либо неверно. Мы, кстати, на это тоже сегодня посмотрим. Так как мы с вами уже выяснили, что 68-70% наша искомая величина, давайте добавим просто ноду if. И так как нам наша Supabase прекрасная возвращает relevant score, давайте попробуем отфильтровать. Прокинем сюда score, нажмем здесь выбор, number, и здесь is greater than, то есть более чем, и здесь так и пропишем, .7. Выполним эту ноду, и мы видим, что по true ничего не ушло, а вот по false ушли все чанки, которые оценены ниже 70%. Для нас это означает, что сейчас мы среди нашей информации не можем найти что-то релевантное вопросу пользователя. Давайте так и скажем, я тебя не понял, уточни или перефразируй свой вопрос. Единственное, перед этим давайте добавим такую ноду, которая называется limit. Она лимитирует выход предыдущей ноды до 1. Это просто сделано для того, чтобы мы 4 раза не ответили ему «уточни свой вопрос». И автоматизации с чат-триггером работают таким образом, что все, что выходит в output, то есть в конец автоматизации, и есть ответ в наш чат-триггер, поэтому мы можем, совершенно не заморачиваясь, добавить ноду set, здесь добавить поле, которое называется answer, то есть ответ. И здесь так и написать «Я тебя не понял, перефразируй, пожалуйста». Отлично, теперь если мы исполним эту ноду, мы видим как раз наш ответ «Я тебя не понял, перефразируй, пожалуйста». Давайте опять откроем наш чат и еще раз спросим «Привет», восклицательный знак. Ответ «Я тебя не понял, перефразируй, пожалуйста». Ну прекрасно. Негативный сценарий выполнил. Мы не засоряем чат, не засоряем мозг нашего пользователя нерелевантной информацией, потому что то, о чем он спросил, мы об этом ничего не знаем. Перефразируй. А что будет, когда релевантная информация найдена? Например, я говорю «Я забыл пароль». Отправляю, смотрю, что происходит. Так, а теперь у нас уже интересней. Теперь я вижу, что один чанк выполнил наши условия, то есть пробил наш threshold, и он годится для того, чтобы сформировать ответ нашему пользователю. Вот как он выглядит, я забыл пароль, как вставить пароль, я не помню пароль. То есть очень точно определен чанк, который нам пригодится для того, чтобы дать ответ нашему пользователю. Давайте еще раз добавим лимитирующую ноду, для того, чтобы если у нас было несколько чанков, я бы взял только первый. Вы можете брать сколько вам угодно, я для этого примера возьму только первый. И теперь интересный вопрос. Хорошо. Вопросы-то мы нашли релевантные, но нам же нужно взять ответы и на основе этих ответов дать точную информацию нашим пользователям. Каким образом это делается? Помните, мы в самом начале обсуждали, что ответы векторизованные нас не интересуют. Ответы нам нужны гиперточные, соответствующие нашему вопросу. Давайте достанем ответы, которые точно на 100% соответствуют заданному вопросу. Где наши ответы лежат? Ну, в нашей автоматизации они до сих пор лежат в файле. Но мы идем наверх и заберем прямо вот эти все 3 ноды, потому что эти 3 ноды нам уже помогали с тем, чтобы достать наш JSON-файл, в котором лежат все вопросы-ответы. Давайте мы опять его достанем для того, чтобы прочитать все релевантные ответы заданному вопросу. Давайте выполним ноду лимитирования. Да, вот наш чанк. Теперь мы читаем тот же самый файл, опять извлекаем из него все данные, сплитуем, и нам возвращается все наши 50 групп вопросов и ответов. И здесь настает время нам найти
точные ответы тому вопросу. Каким образом мы их ищем? Да это делается мега просто. Ведь нейронка нам отдала релевантные чанки, а мы позаботились об этих чанках и добавили к ним метаданные. Помните, мы добавили категорию, а еще мы добавили FAQ ID. А ведь FAQ ID — это тот самый ID, который соответствует и группе вопросов, и релевантным ответам. Это значит, что по этой ID-шке из нашего файла мы можем достать неизмененные, оригинальные ответы, которыми мы будем пользоваться, чтобы отвечать нашему пользователю. Возвращаемся в нашу автоматизацию и добавляем такую ноду, которая называется фильтр. Фильтр работает мега клево и мега просто. Здесь нам нужно из 50 блоков, которые нам вернула нода SplitOut, выбрать именно тот блок, который соответствует нашей ID-шке, которую нам вернула нейронка. Где мы в последний раз видели эту ID-шку? Правильно, в ноде лимитирования. Поэтому здесь схлопываем. Ищем ноду лимитирования и видим вот тот самый чанк. И здесь, среди прочего, есть ID-шка. Закидываем сюда. И таким образом выстраиваем историю. Из всего файла, JSON файла, отфильтруем мне ту самую группу, у которой FAQ ID равен 4. Мега просто. Выполняем ноду. И видим, что нам возвращается именно та самая нода, где есть оригинальные ответы, которые нам сейчас мега пригодятся для того, чтобы сформировать ответ. Закрываем тут. И, наконец, настало время добавить агентскую ноду. Так и пишем. Агент. Добавляем ее. Какой должен быть промпт у агента? Ну, понятно, что тот самый промпт, который нам написали в чате. Поэтому здесь меняем на define below. Ищем наш чат. Видим, что чат input прямо здесь находится. Прокидываем сюда. Так, вот человек забыл пароль. И теперь еще добавляем системный месседж. И пишем сюда такое. Ты агент поддержки пользователей. Строй свои ответы строго на основе этого контекста. А контекст — это те самые ответы, которые мы только что получили из фильтра. Берем ответы, закидываем сюда и видим тот самый правильный текст, которым мы будем пользоваться для ответов. Так, нам к агенту нужно добавить чат модуль. Опять же, это будет OpenAI. Memory. Обязательно добавим memory, потому что человек может несколько раз обращаться к нашему агенту. Мы должны дать агенту контекст о том, что он уже отвечал нашему пользователю. Поэтому мы здесь добавляем Postgres. Если вы разворачивали Supabase, то Supabase — это, в принципе, Postgres база данных, поэтому по credential'ам вы тоже можете подключиться к ней, не только через ноды Supabase. Поэтому здесь прокидываем их креды, и здесь прописываем ключ. А ключ сессии, он также у нас хранится в нашей ноде chat message. И вот он session ID, прям сюда его закидываем, отлично. И в принципе нашему агенту больше ничего не нужно. Давайте протестируем весь workflow вместе. Открываю, очищаю. Если я говорю что-то нерелевантное, говорю «Привет». Я тебя не понял, перефразируй, пожалуйста. Теперь если пишу «Привет», кажется, я потерял пароль от своего аккаунта. Нажимаем Enter, наш агент думает, проходит дальше по автоматизации, и мы получаем «Я тебя не понял», потому что мы с вами допустили ошибку в автоматизации. Если мы посмотрим вот на это место, мы видим, что какие-то чанки ушли наверх, что, скорее всего, релевант, и наши правильные чанки ушли наверх, но при этом все нижние чанки, то есть нерелевантные чанки, ушли вниз, что и сформировало ответ «Я тебя не понял». Это, естественно, нас не должно устраивать, поэтому мы не сдаемся. И вот сюда, между нашей нодой Supabase и нашей нодой if, мы нажимаем плюс и добавляем еще одну фильтрацию. Добавляем ее, и сюда я добавлю то же самое условие. Я скажу, что нас интересуют только чанки, у которых relevance score больше 0,6, поэтому прописываю здесь условие is greater than. Тогда у нас, в принципе, не пройдут никакие чанки дальше в автоматизацию, а только нужные чанки, с которыми мы можем пообщаться. Если же попадут какие-то чанки меньше этого скора, то из этой ноды вернется пустое значение, поэтому мы должны здесь выбрать в настройках всегда возвращать какое-то значение, для того, чтобы наш if среагировал по false. Так как у пустого значения JSON score будет ниже заданного значения, вернее его вообще не будет, то у нас все уйдет по нижней ветке и должно все работать хорошо. Поэтому давайте проверять еще раз. Один нерелевантный запрос. Привет. Да, видим, все прошло хорошо, и он нам ответил «Я тебя не понял, перефразируй». Теперь я хочу еще раз послать вот эту автоматизацию, вернее этот вопрос. И прекрасно, у нас все вернулось. Здравствуйте, пожалуйста, используйте функцию
страницу сброса пароля, на странице входа мы отправим вам письмо для восстановления доступа. Если письмо не приходит, проверьте папку спам. То есть это именно те самые правильные ответы, которые так нужны нашему пользователю. Здесь, конечно же, может все быть круче. Например, это все может работать с Телеграмом, да еще и с подтверждением пользователя. Давайте я вам сейчас покажу. Более продвинутые системы, в случае, если они сомневаются в том, насколько они правильно нашли сейчас ответ, они могут уточнять у пользователя, что вы вот про это сейчас говорите. Например, вы это поведение можете видеть в классических чатах поддержки. Например, если это полностью нерелевантная история, и пользователь говорит: я почистил зубы, тогда система думает и говорит: перефразируй. Если пользователь подходит как-нибудь неформально, например, я профукал пароль, тут можно как бы двояко понять все, то система спросит подтверждение у пользователя с помощью так называемого human in the loop. Только в случае, если пользователь говорит «да», то система думает и отдает ему ответ, который точно релевантен этому вопросу. Ну а если система уверена больше, чем на 70%, то без всяких дополнительных вопросов она готовит ответ на основе данных, которые мы ей дали, и формирует его, и отвечает точно по заданному вопросу с ответами, которые мы ей дали. Естественно, такая автоматизация требует намного более ветвистой структуры. Здесь волшебных пилюль нет. Поэтому, если вам интересна более усложненная версия, которая в случае неуверенности может дозадавать вопросы и ждать ответов от пользователя, то эту автоматизацию вы ищите в Pro-группе, ссылку на которую вы найдете тоже в описании. Ну а вот эту бесплатную версию, которая уже может выполнять большинство ваших задач, ищите в бесплатной Telegram-группе. Ну а на этом все. До скорых встреч!